Привет! Села записывать видео для вас, а мыслей нет. Что делать? А надо, что-то просится. Хочется выйти в лес и орать просто. Вот такое чувство, да, внутри распирание энергии идет. И оно в пустоте, и оно с пустотой. Прям не буду вырезать. Сейчас посмотрим, как включится. Давай, собираемся в кучу. Ты мне пишешь, ты мне все время пишешь, что невозможно проявляться. То есть я не могу, но я понимаю, я очень хочу, я не могу проявляться. И эмоции эти, эмоции еще эти. Как с ними работать? И по сути, когда вот я сейчас выхожу, да, я с тобой говорю, я сейчас проявляю энергию, и вот она, какая-то она рождается, что-то она хочет тебе донести. Может быть, присутствие просто. Чтобы суть божественную раскрыть, чтобы вспомнить, что ты не человек, не человек, ты не человек, ты не человек, ты не человек, ты не человек. Для кого-то. Потому что, по сути, белиберда происходит все время. И чтобы я не говорила, да, сама с собой, я очень всегда прошу писать комментарии, писать в чат, писать коммуникацию. У нас так с вами происходит такая коллаборация, в которой я вижу отклик, и там дальше из этого отклика рождается для вас следующее. То есть я как проводник могу только под запрос работать. Поэтому, когда вот курсы сейчас идут потоковые, я могу под запрос работать, потому что запрос сформирован, а ответ приходит для вас, ответ не приходит для меня. В этом суть. И смысл проявления самого, трудности проявления, когда нет запроса, потому что мы с вами потоковые люди. И если реально никогда не хотелось ничего, не хотелось проявляться, работа, это надоело, все, не знаю, как себя представить, да, самое главное, не знаю, как себя представить, кто я, что я. Привет, зайка моя. Мне жалко. One moment. Итак, продолжаем. Когда я хочу проявляться, это зов изнутри, зов на что-то. Зов на что-то. Либо это был мой интерес, либо это было мое горение, либо был запрос от человека. Поэтому в группах это очень ярко проявляется. Сейчас была группа, которая на самом деле, да, она была названа как денежный эгрегор, но это больше такая была женская работа. Это была настройка по-женски, это было раскрытие в себе вкусной, такой манящей женщины, внутренней женщины, когда мы не все раскрывали, потому что действительно всегда почему-то мне так казалось, что я этого не знаю, да, теперь я это понимаю, как работает. Идет запрос, мы с вами заранее в сценарии, да, и я когда перепрыгиваю на другую ветку, я заказываю, но есть то, что предопределено. Например, какая информация придет для человека. То есть я как проводник информацию не фильтрую, по сути, потому что я кайфую от того, что приходит мне. Мне это приходит в моменте. И на объем запроса всегда выдается суть, да. То есть, соответственно, когда курсы там у меня были по 5000, по 50 тысяч, это был вот определенный объем, я их чувствую, я их все прожила. Я намеренно, специально так проживала. У меня был и за 5, и за 10, и за 19, и за 36, и за 45, и так далее. И вот сейчас, например, да, когда с поддержкой 1 000 000, я понимаю, что мне это, ну, это мой маленький костюмчик, это мой... То есть это настолько короткий промежуток времени сейчас, да, когда вот это расширение внутреннее происходит, какой-то промежуток времени, август, скорее всего, эта стоимость выставляется как объем, который я следующий через себя пропускаю. И я иду с вами. Зная, но я иду с вами. В этом огромная благость, что я могу поделиться энергией, я могу вам рассказать, и дальше следующий вот этот, который поток сейчас идет, запускается, да, идет набор. Группа формируется таким способом, что вы действительно можете зайти с определенной маленькой суммы, и в процессе мы уже с вами работаем. То есть за месяц моя же задача раскачать в вас внутреннюю вот эту суть, внутреннее горение,
внутреннее желание жить, внутреннее желание и интерес вообще, что это за игра, что вот мне все время говорят, так я в игре, я в матрице, и там кто-то вернулся в свои курсы, снова стал работать, кто-то в найм вернулся, вы там начинаете колыхаться внизу, но так не работает, то есть изначально у вас Бог открывается, когда у вас открывается Бог, божественная структура, она через вас течет, она через вас и проявляется. Она через вас и проявляется. Но не может личность там проявиться. Поэтому самая главная задача моя, да, как проводника, просто помочь, чтобы вы вспомнили, чтобы ты вспомнил, чтобы ты вспомнила, что ты есть часть, суть Бога, проявленного здесь. И затем, когда следующие вопросы возникают, что такое деньги, как люди приходят, как люди платят и так далее. То есть полностью, абсолютно вся цепочка, она закрывается. Она становится неактуальной, потому что ты понимаешь, что такое Бог, и этот Бог через тебя проходит. Тогда ты видишь, что ты платишь всегда себе, ты платишь всегда себе. У тебя есть определенный кокон, давай вот сейчас представим, да? Господи, я мышцы накачала уже. Женщина должна быть сильной. Итак, вот этот кокон, который вокруг тебя, вот именно в нем происходит вся игра. То есть фокусировка у тебя происходит в внешнюю картинку, и ты утягиваешься в внешнюю картинку, плюс помимо этого ты все время помнишь, кто ты в прошлом. У тебя есть сценарий, у тебя есть родители, у тебя есть детство, у тебя в моменте сейчас всплывают определенные какие-то триггеры. Вот у меня девушки сейчас были на разборе и на созвонах частично, да, я брала. И я вижу, что очень-очень много прямо каши всплывает. И вот эта каша вам и не даст никогда другую ветку вероятности проиграть. Поэтому задача сейчас вспоминать вот этого Бога в себе, раскачивать Бога в себе, открывать сердце, открывать сердечную чакру, делиться с огромной радостью, благостью. И вот этот кокон, в котором вы находитесь, вы всегда в нем должны произносить слова, которые вы хотите проиграть. Они вас закрепляют. Это не значит, что вот эта метафизика сразу к вам перепрыгнет. То есть да, нужно какое-то время. Да, мы это принимаем. Время здесь, да, в матрице время, но вы уже там. Но вы уже там, поэтому все те, кто уже там, они уже здесь, да, они уже приходят ко мне или к другому мастеру, вы чувствуете, вы знаете, к кому вы придете. Поэтому следующий момент, что ум никогда вам не даст пройти, в этом и есть суть задачи игры. Ум никогда не дает пройти. И поэтому все смыслы продаж, они заключались в том, чтобы додавить на ум, потому что ум не даст пройти. Ну нет способа. А это и как бы оно из духа. Бог проявляется так. Бог хочет этого человека дальше провести. Так течет через вас трансформация. Ну, соответственно, я иду через, можно так сказать, да, христосознание, поэтому я никого не давлю. Но самое главное, что я поставила, это да, действительно, вы можете зайти с любой, условно скажем, да, суммы. Я это напишу, да, что если вам интересно, мы сейчас это все опишем. Посмотрим, да, какой будет у вас запрос. То есть есть определенная сумма, которую вы готовы вкладывать. И это не значит, что я с вас это сейчас пробую. Нет, требую. Я сейчас с вами начинаю работать. И за месяц моя задача прокачивать состояние, потому что всегда ваши результаты — это будет и мое расширение в том числе. У меня нет задачи вас не провести. У меня есть задача делиться потоком, и весь этот месяц в августе я буду только в этом закрытом чате, да, условно, это будет потоковое сообщение, как обычно. То есть все месяца, как и было, это будет то же самое. Что я добавлю? Это будет немножечко другая энергия, потому что там, ну, получается, да, определенная стоимость, которую вы могли заплатить за консультацию. А здесь, соответственно, мне надо за целый месяц каждый день вам выдать определенную суть, определенную изюминку, состояние на сегодня. Вот все, что в потоке идет, все, что от сердца, это мы все туда привносим. Соответственно, когда вы делитесь, это тоже огромная благость. Итак, один момент. Как чувствовать мир, как чувствовать вот это вот состояние, сейчас я правильно выражусь, потому что вот прям идет информация в канале, и она такая пока что, да, не оформленная, мне нужно ее подсобрать, чтобы там на полчаса вам не растягивать. Когда человек в дуальности находится, когда он в личности, у него есть хороший мир, хорошие события, у него есть хорошее что-то происходит, интерпретация. Вау, мне это нравится, мне хорошо, мне приятно. А есть то, что негативное, мне не нравится. Соответственно, возникает внутреннее сопротивление, которое в груди. Вот оно как раз есть вибрация.
И вот эта вибрация внутренняя, она и транслируется в ваш кокон. Деньги, которые вы платите, это вам отдается в ваш же кокон. Вы сверху платите, снизу получаете. Но всегда наоборот больше. На 1 оборот больше, чем вы заплатили. Поэтому каждый раз, когда вы платите, обратите внимание, у вас всегда приходит больше. Каждый месяц вот этот, который у вас есть, он всегда лучше, чем предыдущий год. Если вы сейчас проанализируете, если у вас сейчас там нет описания «я в жопе, я в обнулении», да я знаю, ну то есть у вас вот эта вот мыслемешалка включена. То есть по сути у вас есть какая-то интерпретация, которую вы в поле в свое транслируете. Вы там приболели, вы начинаете всем названивать и говорить «вот, я так себя плохо чувствую», ну и так далее, да, то есть не буду сейчас озвучивать. И по сути есть всегда вот эта интерпретация, которая в поле происходит. И есть всегда траты, которые в поле происходят. И есть всегда расширение, которое в поле происходит. И вот люди, с которыми вы общаетесь и работаете, вы всегда все равно работаете с собой. Вы работаете с собой. И вы всегда нанимаете какого-то актера, вы нанимаете всегда какого-то, так скажем, наставника, ментора, специалиста, гуру, мастера, неважно, как это в матрице названо, да, концептуально. Некий голограмма, некий образ. Вы считываете мою голограмму, и вы через эту голограмму себе даете подсказки, чтобы эта голограмма с вами говорила. Почему? Потому что вы до сих пор не поняли, кто вы. Задача, суть закрепить опору мощную, максимальную, цельную, богатую, чтобы вы вышли на миллионы минимум, потому что у вас нет пределов там, у вас нет ограничений. И вот человек, который в Боге, он вот эти вот дуальные восприятия, да, хорошо-плохо, он просто на них смотрит, и они проходят через его тело, они проходят из этого же поля в этом же поле, то есть все происходит внутри, и проживание происходит внутри, чувствование происходит внутри. Только можно себе задавать вопрос, где в моем теле я чувствую это событие, где в моем теле я это проживаю. И проживать это, и это проживается, и это кайфуется. И если что-то очень противно, аж зудит. Вот изначально вы можете говорить, агрессировать, высказаться, выстроить границы. Неважно, вы это можете делать. Но внутри идет полное невовлечение. Полное невовлечение, потому что у вас нет стыда, вины. Бог через вас говорит, затыкает этого человека, например, значит, ему это нужно было сейчас. И в любом случае вы ничего не чувствуете. Это не значит, что вы не чувствительны. Вы огромная любовь, огромная просто вселенская любовь. Я люблю вас вселенской любовью. И каждый раз, если я без любви буду заходить в чат, соответственно, я это и себе не даю тоже. А себе это Богу, и вам это Богу. И я тогда качественно не проношу это. И проявленность — это про то, что я в моменте проношу идею, которая через меня сейчас идет. И если идеи никакой не идет, нужно смотреть, с чего начать. Какие-то сферы, которые нравились. Брать людей, спрашивать у них запросы. Брать какую-то цепочку, посмотреть людей, которые вам нравятся, посмотреть блогеров, которые вам нравятся. Взять на себя проекцию, взять на себя голограмму, посмотреть, как вы хотите отыграть. И под ваш запрос будут выстраиваться уже определенные следующие сценарии. Сейчас вот этот месяц, который мы пойдем с вами, но он немножечко будет помощнее, чем предыдущий, потому что он будет брать такую магическую основу в любом случае. То есть мы там оставляем магию. Так проще зайти, так более творческий процесс получается. И это сказки. То есть для вашего ума это сказки. Ума не останется. То есть человек пробужденный, он понимает, что меня тянет, действительно меня тянет, я хочу свою суть вспомнить. Вспоминайте свою суть. Пойте, кричите, говорите. В любом случае у вас есть какие-то зажимы. Вот, сейчас, кстати, в телеграм-канал я прикреплю, каким способом активировать каждую чакру. То есть у меня есть информация текстом, я вам сейчас это сброшу.